Здравствуйте, добрый вечер. Я ваши смотрю все время канал ваш про Египет. Мне просто очень хочется рассказать свою историю про египтянина, но только чтобы чтобы меня вообще нигде не фиксировалось. Если вас это заинтересует, пожалуйста, пускай девушки знают, какие обманщики египтянины. Давайте я вам наговорю все, как было с самого начала. Это очень жестко, конечно. Я сегодня всю правду узнала за год и 3 месяца. Ну, чтобы анонимно это было, пожалуйста, я вас прошу. Действительно, ваши все видео, это все совпадается. Египтяне самые лживые люди в этом мире. И я в этом убедилась сама, конечно, поймалась, хотя я смотрела ваши видео, читала комментарии. И мне были розовые очки, мне не хотелось в это верить, но я попалась в эту ловушку. Но это, конечно, долгая история, не знаю, долгая, недолгая, но как бы по голосовухе это много надо рассказать. Познакомилась я в октябре того года на сайте знакомств с одним молодым человеком. Все мы как-то, у меня даже там не было фотографий в профиле, он со мной просто стал как-то переписываться, там много всяких арабов писала, но я игнорировала, потому что у меня есть муж, как бы дети, семья, я игнорировала, на это внимания не обращала. Ну и как-то он меня зацепил, я не знаю как, он начал со мной переписываться, потом контактами в Фейсбуке перекинулись и начали общаться. Естественно, он мне сразу понравился, не знаю, или под гипнозом я была, или он приворожил, любовь с первого взгляда. Я в него влюбилась до безумия, хотя у меня есть муж, у меня есть дети, еще раз повторяю, у меня благополучная семья, у меня все хорошо в семье. Я в него влюбилась. Он сделал все, чтобы я за ним начала бегать. Все, мы стали переписываться, общаться, он начал: приезжай в Египет, ты мне нужна, у меня есть квартира, у меня есть дом, у меня есть все, типа, в этом плане, начал меня якобы покупать, но мне этого ничего не нужно было, естественно, у меня это все есть, и машина, и квартира. Ну и он меня в себя влюбил, не знаю, как у него это все произошло, но я вообще, если честно, я вообще в шоке. Вот. Мы договаривались, что он приедет ко мне весной в Россию. В Россию он говорит: я приеду. Говорю: хорошо, я тебе дам, говорю, на визу. В Россию ты поедешь, говорю, это не проблема, говорю. Самое главное — приедь. Я ему пересылаю $1000, и то я пересылаю не ему. Я пересылаю на какую-то украинскую карточку, какую-то Натальи. Я ему говорю: это куда я пересылаю? Он говорит: это я, говорит, поеду, говорит, типа в Минск по работе, типа по визам делать, турагентство устраиваться, и в мае месяце я к тебе приеду, там ехать недалеко от тебя, на автобусе приеду к тебе в Россию. Ну, я как бы как дурочка наивная, я ему высылаю $1000. Все, выслала ему $1000. Потом смотрю, он мне пишет: мама болеет коронавирусом, он болеет коронавирусом, и никуда типа в оконцовке он не летит. Мне на видео показывает билеты, у него уже все было куплено в этот Минск ехать. Я такая: ну ладно, хорошо. Он говорит: я остаюсь в Каире жить. Ну и все, как бы на этом у нас тема закрылась. Я говорю: ладно, хорошо, оставайся в своем Каире жить. Все хорошо, я ухожу от мужа вообще, бросаю мужа. Ухожу от мужа, забираю детей, все, уезжаю в другой город. Я ему говорю: все, я одна живу, приезжай, прилетай. Он: все, я прилечу, клянусь, прилечу. И в оконцовке никуда он, конечно, не прилетел. Он потом исчез, не знаю, на месяца 3. Окей, исчез он от меня. Все, я начала с мужем налаживать отношения, вернулась в семью. Муж сделал все, потому что он меня очень любит. Все сделал, возможное, невозможное, вернул меня. Все, я с ним не общаюсь 3 месяца. Но через 3 месяца этот египтянин, можно сказать, девочки, хуеплет, возвращается ко мне, опять мне пишет, названивает. И то, что пишет: я люблю тебя, и без тебя я жить не могу.
Ну, там многое прочее, конечно, было в сообщениях. Люблю, не могу без тебя жить. Ну, это все понятно, короче, в этом плане. Хорошо, я такая думаю, хорошо, ну сейчас я проверю тебя. Я беру билет, лечу в Египет, Шарм-эль-Шейх на 10 ночей отдыхать. И его проверяю, приедет он или нет. Он приехал на 2 суток. У него больше, видать, денег не хватило, не знаю. Приехал на 2 суток. Все, мы с ним побыли вместе, заключили брачный договор, как это бывает, потому что им там нельзя просто быть с женщиной. Все, он, получается, все, он уезжает 14 числа, а 15 мне в ночь уже лететь в Россию. Все, мы попрощались, он поехал обратно в свой город Каир. Вот, я домой приезжаю, как бы с мужем у меня вообще скандал, у меня с мужем все, разлад пошел конкретно, я съехала от мужа, сняла квартиру и ушла, все, как бы, ну, там не суть в этом важно. Все, он знает об этом, что я съехала в новую квартиру, я живу отдельно. Он не выходит ни на связь, он ничего мне не звонит, он работа, 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 я работаю, работаю. Я думаю, ну хорошо, работаю. Я сплю всего по 3 часа в ночь. Мама, проблемы, работа. И сегодня я смотрю, мне ВКонтакте приходит сообщение. Знаете ли вы такого с Каира человека, Татьяна? Я пишу, да, знаю. И мы с этой девушкой связались, она с Украины. И она мне такого многого рассказала об этом, человеке, которого я любила год и 3 месяца, которому я доверяла, верила. Как бы он действительно очень серьезный, очень такой, не скажешь, что он лживый какой-то, обманщик, что-то, ну, такой человек, видать. И как бы он с ней, получается, деньги переводила, $1000 я переводила ей на карту, ему на визу в Минск. Получается, она с ним встречалась в Хургаде, и они были вместе. Вот она уехала 20 декабря с Каира, она в Каире 25 дней с ним была. И она чисто случайно увидела, у него залезла, пока он ушел на работу и забыл рюкзак, она залезла к нему в рюкзак и увидела наш брачный контракт. Она это все сфоткала, зафиксировала и стала меня искать, и нашла меня просто ВКонтакте. Ну, самое это смешное, ей 49 лет, а ему 35. Ну, пускай удачи и счастья им. Ну, что я могу сказать? Конечно, я ей очень благодарна, что она мне открыла глаза, потому что я ничего, никакую информацию про него не могла ни узнать, ни пробить. Чего бы я ни делала, я не могла, потому что он меня в друзья не добавлял ни в Facebook, ни в Instagram, просто со мной общался. Ну вот, скажите мне, пожалуйста, ну вот как верить этим египтянам? Просто они как-то замораживают, да, людей, чтобы в них влюблялись, любили их. Ну, я не знаю, конечно, мне сейчас больно, обидно, тяжело, но с одной стороны правильно, хоть я глаза открыла. Сейчас Новый год, новая страница, новая жизнь. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, как насчет этой ситуации? Или это сплошь и рядом там в Египте, да, они такие все сволочи, эти египтянины? Я вообще не понимаю. Конечно, мне сейчас больно, обидно, но мне больше больно, обидно за его ложь и предательство. А так он мне нахер не нужен.